Всем привет, ребят, с вами Торин. У нас в этот раз необычный формат и необычный гость. Представься, пожалуйста. Всем привет, меня зовут Аскелот, и я разработчик игры «Викинги. Война кланов». Расскажи нашим зрителям, кто такой разработчик игр. Ну, в целом, профессия разработчика игр достаточно обширная. Это может быть и дизайнер, художник, разработчик, именно программист, клиентский, серверный, тестировщик, человек, который занимается балансом, копирайтер. Профессий достаточно много, и они все в совокупности — это разработчики игр. Предположим, что человек хочет разрабатывать игры. С чего ему начать? Ну, во-первых, определиться, какое направление ему более интересно, к чему больше лежит душа. Это все-таки программирование или это что-то более творческое, например, художник, отрисовка графики. И начинать развиваться именно в этом направлении, изучать курсы, возможно, смотреть какие-то видеоуроки, ролики на ютубе, читать книжки на эту тематику. В общем, смотреть в ту сторону. А нужен ли мощный компьютер для того, чтобы начать разрабатывать игры? Ну, мощный компьютер — это всегда хороший большой плюс, но, опять же, не обязательно. Возможно, если вы занимаетесь там рендером 3D-графики, тогда да, понадобится более мощный компьютер. Если вы хотите сделать какой-нибудь простой 2D-платформер, то хватит и обычного ноутбука. А насколько важно много играть для того, чтобы начать разрабатывать игры? Опять же, точно так же опционально будет большим плюсом, если вы поиграли в большое количество тайтлов, у вас есть насмотренность. Это всегда будет только бонусом. Но, опять же, в профессию входят люди из других сфер и прекрасно работают. Но в первую очередь это должно нравиться. Конечно, конечно. Чтобы делать игры, надо любить игры. Вернемся к вопросу курсов. Насколько вообще важна роль платных курсов или достаточно бесплатных уроков на Ютубе, каких-то статей в интернете? Мгм. Ну, бесплатные курсы — это информация, которую ты можешь получить самостоятельно. Платные курсы — это информация, которую кто-то за тебя уже собрал, сложил по определенной последовательности, понял, что более важно, что менее важно. И, скорее всего, в платных курсах у тебя уже будет преподаватель, которому можно будет задать вопросы, который будет тебя по этому курсу вести. То есть тут, смотря кому что больше нравится. Кому-то интересно добывать информацию самостоятельно, кто-то не хочет на это тратить деньги, к примеру, для начала. Кому-то нравится изучать уже более систематизированную информацию, поэтому тут правильного выбора нет, это все на вкус человека. Ну, то есть, по сути, единственный плюс курсов — это то, что у тебя есть готовый roadmap, который тебе экономит время. Ну, в целом, да, плюс есть еще какие-то индивидуальные курсы, которые человек именно как курс дает. То есть он, к примеру, хороший художник, у него есть какая-то своя определенная техника рисования, и он ее преподает. Такого в бесплатном варианте вы вряд ли найдете. Поэтому вот вариант только через покупку курса. А вопрос образования насколько важен? Я бы не сказал, что это очень сильно важно. В принципе, не только в разработке игр. Если у человека есть знания и стремление развиваться в этом направлении, то какой-то профессиональный бэкграунд в виде образования, он не обязателен, но всегда будет являться плюсом. Какой совет ты можешь дать начинающим разработчикам? Пробовать, пробовать и еще раз пробовать, потому что вся идея, которая лежит в голове, она может остаться в голове. Все, что написано на бумажке, оно останется на бумажке. А если начинать делать уже свой проект, вкладываться именно силами, временем, и опыт будет появляться, и проект будет делаться. Поэтому самое главное, я думаю, это начинать и пробовать. Немного поговорим о том, чем занимаешься ты, но скажи, как проходит твой типичный рабочий день? Мгм. Ну, так как я являюсь продакт-менеджером, мой типичный рабочий день — это ответы на бесконечное количество вопросов. Естественно, с утра я просыпаюсь, утренние процедуры, умываюсь, чищу зубы, наливаю себе стаканчик кофе и начинаю отвечать на вопросы, помогать ребятам с задачами, возможно, распределять какие-то задачи по отделам, смотреть, что мы вписываемся в сроки, которые мы обозначили для команд. Ну, то есть это такая больше работа на поддержке других команд, чтобы у всех была вся доступная информация, чтобы каждый человек, который работает, знал, какую функцию он выполняет, какую работу ему нужно сделать, в какие сроки.
и помогаю, если вдруг возникают какие-то спорные моменты или нужно несколько отделов связать между собой, чтобы они быстренько обсудили какой-то спорный момент. То есть это такая, в общем, работа. Да, важный момент, что разработчик игр — это не только кодер, это еще и художник по спецэффектам, просто художник, звукарь, продакт-менеджер. Это огромное количество команд в различных направлениях. Расскажи, как выглядит карьерный рост разработчика. Ну, тут есть вертикальный и горизонтальный карьерный рост. Вертикальный — это когда ты растешь джун, middle, senior и становишься там лидом отдела, директором. И горизонтальный — это когда ты растешь по грейдам внутри, к примеру, медла. У разных компаний это все выглядит по-разному, но обычно это вот два таких направления. Какие были самые технически сложные вызовы в твоей работе? Может быть, что-то сможешь вспомнить? Ну, из сложных технических вызовов, это, наверное, когда мы делаем какое-то новое соревнование, механики, которой до этого не было, и приходится писать очень большой пласт работ вообще с нуля. То есть до этого в игре такого не существовало, и мы придумаем что-то совершенно новое. То есть это достаточно большой технический вызов. Какие плюсы ты можешь выделить в своей профессии? Ну, я с детства играл в игры, всю жизнь любил игры и люблю игры, и занимаюсь разработкой игр, поэтому это, наверное, мой основной плюс. Ну и плюс это то, что мне всегда нравилось, то, что я хотел всегда делать, приносит мне еще доход, с помощью которого я могу жить, существовать. Поэтому это, естественно, тоже большой плюс. Ну, то есть, по сути, твоя работа — это один большой плюс. Да, в целом я всем доволен. А минусы какие-то сможешь выделить? Ну, минусы для каждого, я думаю, будут свои отдельные. Какой-то прям конкретный минус я бы, наверное, не выделял. Меня, опять же, вообще все устраивает. Я комфортно работаю в комфортных условиях. У меня очень отличная команда, великолепные ребята, с которыми я взаимодействую, поэтому я супер доволен. А если в целом взять разработку, какие минусы у этого направления могут быть? Минусы у направления разработки. Ну, опять же, в зависимости от того, на каком направлении ты работаешь, бывают кранчи, иногда приходится поработать вне рабочего времени. Особенно если у тебя позиция подразумевает то, что у тебя какой-то большой пласт ответственности, или ты должен быть всегда на связи, к примеру, то приходится отвечать в любое время суток. Если вдруг что-то в игре, к примеру, пошло не так, случилась какая-нибудь экстренная ситуация, ты всегда, к примеру, должен быть на связи. Ну, это просто издержки профессии. Так, давай немного поговорим о нашем проекте. Скажи, на каком языке написана наша игра? Ну, мы пишем на C-Sharp с использованием движка Unity, поэтому C-Sharp. Она изначально была написана на C-Sharp? Нет, изначально мы писались на флеше, но в связи с тем, что поддержка флеша была в какой-то момент прекращена, пришлось переписывать все уже под C-Sharp. И еще такой вопрос. Его неоднократно задавали наши игроки. Почему нельзя сделать больше серверов, чтобы игра не лагала? В целом можно сделать больше серверов, но это не всегда помогает. Есть ряд и технических особенностей, и пересчетов на стороне сервера, которые не помогут увеличением количества серверов или мощностей серверов. Поэтому есть просто ряд технических ограничений, которые простым увеличением мощности нерешаемы, к сожалению. Но было бы, конечно, очень удобно. Да, было бы славно. У всех ли разработчиков самые прокачанные аккаунты в игре? Да, топовые прокачки со всеми знаниями, прокачанными статуями на максимум, с большим количеством войск Т8, всевозможных. Но, к сожалению, только на тестовых серверах. К сожалению. А в реальности? В реальности не всем разработчикам, во-первых, нужно играть. К примеру, какому-нибудь художнику не обязательно сильно погружаться в геймплейные механики или в понимание того, какая сейчас мета игры, к примеру. А так, ну, есть ребята, которые играют как обычные игроки. А есть ли чит-коды в игре? Есть один уникальный чит-код.
IDDQD, можно им пользоваться. Ссылка в описании. Что ж, на этом у меня вопросов больше нет. Спасибо, что пришел. Спасибо, что позвали. Ребята, пишите в комментариях, как вам такой формат, что добавить, что изменить. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, делитесь своим мнением. Всем огня!